Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в прошлом году я уже рассказывала о том, что обращаться к посредникам для заполнения анкеты на участие в лотерее Green Card очень опасно, но эта тема актуальна и сейчас. Аудитория нашего канала значительно выросла, и я считаю необходимым уделить этому вопросу еще больше внимания, поэтому и записываю это видео. Если вы планируете обратиться за помощью к всевозможным компаниям-помогалам в заполнении анкет, или что еще хуже, уже обращались ранее, обязательно посмотрите это видео, и вы поймете, почему все анкеты необходимо заполнять самостоятельно. А если вы знаете людей, которые тоже планируют участвовать в лотерее, отправьте им это видео, чтобы и они не попали в лапы мошенников и не потеряли крупную сумму денег, которую могут потребовать за confirmation number, или еще хуже, не потеряли возможность получения визы. Итак, поехали! В прошлом году мы записывали видео на тему мошенников, используя информацию, разбросанную по разным сайтам и форумам. Собрав ее по крупицам, мы составили общую картину работы компаний-посредников, большинство из которых в случае выигрыша попытаются вас раздеть до ниточки. Я не утверждаю, что абсолютно все компании являются мошенниками. Наверняка есть и те, кто выполнит свою работу честно и добросовестно, заполнив все данные правильно и укажет именно вашу электронную почту, а не свою. Но я точно скажу, заполнять анкету самостоятельно намного безопаснее. За год ведения канала к нам обратилось немало человек, которые как раз таки стали жертвами мошенников и не могли получить свои данные после выигрыша без дополнительной оплаты, или узнали, что их заявка оказалась заполнена с ошибками, а потому получить визу они не смогут. Так что в этом году собранную ранее информацию мы дополнили и обновили, базируясь еще и на личном негативном опыте некоторых наших подписчиков. Обязательно посмотрите это видео и отправьте своим друзьям, которые хотят участвовать в лотерее Green Card, чтобы никто не попадал в неприятные ситуации. Кстати, прежде чем начать, хочу напомнить, что подача анкеты для участия в DV Lottery абсолютно бесплатная, и участвовать в ней может практически каждый. Заполнять анкету нетрудно, и как это сделать мы уже рассказывали в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании под видео. Начну с того, что способов, как вас могут обмануть, очень много, и схем, по которым работают мошенники, тоже предостаточно. Стоимость услуг у каждой такой фирмы и в каждой стране разная, но независимо от ценника, риски одинаковы для всех и каждого. Некоторые компании даже набираются наглости и рассказывают, что шансы на победу возрастают, если пользоваться именно их услугами. Это абсолютно ложь. Самые наглые и ленивые посредники регистрируют так называемые фирмы-однодневки, собирают ваши деньги и данные, но на самом деле даже не заполняют анкеты. Выдав ненастоящий номер подтверждения, пропадают. Кстати, о том, что регистрация на участие проходит лишь в определенный период, обычно с октября по ноябрь, знают не все, и особо ушлые фирмы могут работать даже в другой период. Узнать о том, что ваш номер не просто не выиграл, а недействителен, вы сможете только после проведения лотереи уже в следующем году. В этом случае вы просто потеряете деньги, которые заплатили, и 1 год участия в лотерее. Если анкету на вас все-таки заполнят и выдадут вам номер подтверждения, существует вероятность того, что данные заполнят с ошибками, а в таком случае выдача грин-карты вам будет отказана. Посредникам на вас плевать, и даже выгодно, если вы не выиграете, и в следующем году обратитесь к ним снова. Другие компании добросовестно выполняют как минимум одну часть своих обязательств и действительно заполняют анкету правильно, без ошибок, но в итоге не выдают номер подтверждения под разными предлогами. Обычно они говорят, что не могут или не имеют права этого сделать до розыгрыша. Я думаю, вы догадались, почему они так делают. В случае выигрыша вам предложат получить этот номер за дополнительную плату, и их наглости нет предела. Они могут требовать за номер как несколько сотен, так и несколько десятков тысяч долларов. Да, требовать $10 000 за победный номер совсем не предел. Особенно в странах, где уровень жизни очень низкий, и уехать за границу, тем более в США, практически единственный способ изменить благосостояние своей семьи. Люди продают свое имущество, берут кредиты только чтобы получить этот номер. Однако способ получить confirmation number, даже если посредники не хотят вам его выдавать, есть. Но только в том случае, если все ваши данные указаны в заявке были верно, и посредники указали не собственную электронную почту, а лично вашу. Конечно, они это понимают и в подавляющем большинстве случаев указывают собственный электронный адрес, чтобы шансов получить его самостоятельно у вас практически не было. Более подробно о всех способах восстановления confirmation number и в случае его утери или кражи я уже рассказывала в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании.
Но вышеозвученные варианты еще не самое ужасное, что может произойти, ведь мошенники могут предложить заполнить несколько или даже десяток анкет на вас, незначительно изменяя ваши персональные данные. Например, одну букву в имени или фамилии, а затем в случае выигрыша по одной из анкет предложат быстро поменять свой паспорт. 2 года назад эту проблему решили, добавив дополнительный пункт в анкету, а именно номер вашего заграничного паспорта, и такой вариант жульничества стал практически невозможным. Да и раньше такой способ был незаконным. Система собирает и анализирует данные всех анкет и фотографий на поиск соответствий, и в случае выявления нескольких анкет на одного заявителя вас просто дисквалифицируют. Но, конечно, заполнить на вас несколько анкет они могут без вашего ведома, что совсем не спасет от аннуляции вашей анкеты в дальнейшем. Кроме этого, обратившись к таким компаниям однажды, ваши персональные данные останутся у них. И на следующий год, когда вы решите подать заявку самостоятельно, компания тоже может подать анкету за вас в надежде, что вы выиграете, и они попробуют продать вам выигрышный номер. В таком случае за 2 анкеты вас, конечно, дисквалифицируют. А что касается ваших персональных данных, естественно, они смогут ними воспользоваться и в дальнейшем, даже в других целях, ведь вы указываете исчерпывающую информацию о себе, начиная со своего имени и даты рождения и заканчивая номером паспорта. Так, кажется, мы все теперь понимаем, насколько опасно затея обращаться к таким компаниям. Отлично, но не спешите расслабляться, ведь даже если вы собрались подавать заявку самостоятельно, все еще есть шанс попасть в лапы мошенников. Скорее всего, вы откроете Google и впишите туда запрос вроде «Лотерея Green Card» или «Подать заявку на участие в лотерее». Поисковик выдаст вам множество ссылок, и все, кроме одной, перенаправят вас на сайт посредников и мошенников. Многие из них делают свой сайт идентичным настоящему, и отличить его можно только зная ссылку на официальный сайт. Проверять ссылку необходимо очень внимательно, ведь мошенникам достаточно изменить всего одну букву или домен, чтобы вы попали на другой сайт. Единственный и, напоминаю, абсолютно бесплатный сайт для подачи заявки на участие в лотерее Green Card – dvprogram.state.gov. Резюмируя все вышесказанное, подчеркну, обратившись к таким посредникам всего один раз, вы можете потерять свой шанс получить грин-карту на многие годы. Ведь если параллельно с вами каждый год они тоже будут отправлять вашу анкету, система аннулирует все анкеты автоматически, и вы об этом не узнаете, так как отдельной формы, в которой укажет, что вас дисквалифицировали, не существует. При проверке результатов будет просто написано, что ваша анкета не была отобрана для дальнейшего процесса. Но и это еще не все. Кроме вышеперечисленных способов мошенничества, при помощи фишинговых сайтов существуют и другие. Например, вам приходит письмо или смс с информацией о том, что вы выиграли, и для продолжения процесса необходимо совершить оплату. Думаю, этот способ уже практически не используют, ведь подобного спама и лохотронов настолько много, что никто в них не верит. Но все равно будьте предельно внимательны. Официально по почте и тем более по номеру телефона вас никто оповещать не будет. Проверять результаты можно только на официальном сайте лотереи в разделе «Статус-чек». Повторяю, участие в лотерее бесплатно и выигрыш тоже. Оплатить необходимо будет только прохождение медосмотра и консульский сбор, но это уже после получения приглашения на интервью. А в случае удачного прохождения собеседования оплатить сбор за выпуск самой грин-карты, но это можно сделать уже даже прилетев в США. Помните, безопасность ваших данных и правильное заполнение заявки на участие и дальнейших анкет зависит только от вас. Уделите несколько часов на изучение вопроса и подготовку документов. Посмотрите наши видеоинструкции, и вы поймете, что все это не так сложно, как кажется, и вы точно справитесь самостоятельно. Обязательно отправьте это видео своим друзьям, а на сегодня все. Если информация была интересной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.